Всем привет! Для начала хочу поблагодарить вас всех за активное участие, за ваши дополнения и вопросы в комментариях. Сегодня я решил сделать небольшое видео с ответами на ваши вопросы. Думаю, это многим пригодится, так как далеко не все читают комментарии. И пойдем по порядку. Самая первая проблема появилась на первом же видео. Некоторым не удавалось установить столярный верстак. Одна его половина горела всегда красным, и ответ оказался очень прост. Я забыл в видео упомянуть, что при установке верстаков через меню Гидрокрафта у вас в инвентаре должен быть молоток. Следующий вопрос был про портативные буровые установки. Что это и зачем? Есть три вида насадок для портативной установки. Первая – это буровая насадка. Если прикрепить ее к портативной установке, получаем горнодобывающий бур. Вторая – дробильная насадка. Прикрепив ее, получаем горнодобывающую дробилку. И третье – сменный бур. Прикрепив его, у нас получится буровое долото. Все они для работы требуют огромную батарею. Самое полезное из них, на мой взгляд, это буровое долото. С его помощью можно делать надкрупную плиту, если вы не планируете прожить долго, рунический камень, обелиск, а главное это каменное колесо и каменная наковальня. Также ей можно делать гравий. С помощью дробилки тоже можно делать гравий, но еще и плюсом делать песок. Что же касается бура, то он выполняет те же функции, что и обычная кирка. Но думаю, с этим разобрались. Следующий вопрос, на котором я хотел бы остановиться, это вязальные спицы. Они необходимы для крафта швейного верстака. Их можно найти в мире, но судя по комментариям, не всем везет. Поэтому давайте я расскажу, как их скрафтить. Чтобы научиться делать спицы, нам нужно провести исследование костяной иглы. Да, вот так вот. Саму костяную иглу нас обучает делать учебник, но если мы хотим научиться делать еще и спицы, то нам все равно нужно исследовать иглу. В меню крафта находим исследование костных игл. Для него нам понадобится глиняная табличка, 2 косточки желаний, которые мы получаем при разделке тушек птиц, 2 обычные кости и простая исследовательская станция. Глиняная табличка делается из 1 единицы любой глины. Исследовательская станция делается из 8 глиняных табличек, мелких веток и бревенчатого стола, который в свою очередь крафтится из 6 бревен и 12 единиц бечевки при помощи молотка и пилы. Проводим исследование. Как видите, исследовательскую станцию не нужно закреплять и вообще куда-либо ставить. Можно просто держать в инвентаре, либо в ящике рядом и проводить исследование. Теперь прочтем получившийся результат. И обновив меню крафта, находим вязальные спицы. Для крафта спиц нужны 2 косточки желаний и ножницы, или любой нож. Следующий вопрос касается костюма биозащиты, который необходим для крафта огнестойкого костюма. Найти его очень непросто, но самая большая вероятность его нахождения вот тут. У меня не открыта карта, но вы можете воспользоваться интерактивной картой, чтобы посмотреть. Там находится секретная военная база. Я бы даже сказал лаборатория, в которой ведет небольшая грунтовая дорога через лес. И именно там я неоднократно находил костюм биозащиты. Еще один вопрос, который мы сегодня рассмотрим, это щипцы для плавки и ковки. Найти их не так-то просто, поэтому я расскажу, как их можно скрафтить. Для этого нам понадобится железный слиток, деревянные щипцы, железный кузнечный молот, каменная или свинцовая наковальня и рукавицы. Но здесь есть одно но. Если вы не перешли на новый мод, то вам понадобится именно свинцовая наковальня. Как делать слитки, я рассказывал в видео по плавильне. Деревянные щипцы делаются из 2 прочных палок с помощью пилы. Как сделать кузнечный молот, можете узнать в видео по наковальне. Но вместо железных использовать деревянные щипцы. Как делается наковальня, я рассказывал там же, но если вы решите сделать каменную, то вам понадобится 25 камня и заряженное буровое долото, о котором мы говорили всего несколько минут назад. И не забудьте, что каменную наковальню можно в данном случае использовать только если у вас обновленный мод.
Вот и все. Можно делать щипцы. Ну и я вот тут повалял немножко дурака и сделал себе железную броню. Давайте посмотрим на статы. Тут, конечно, штаны были бы не лишними. Ну да ладно, поехали. Итак, тело. Защита от укуса и царапин 90. Множьте скорость бега 0,75. Ноги. Защита от укуса и царапин также 90. И шлем. И от укуса и от царапин по 100. Чуть не забыл. Еще одна отличная новость. Судя по всему, пофиксили ферментирование. По крайней мере, моя бочка, которую я оставил на всякий случай, ферментировалась. А значит, можно делать биодизель и газ. На этом у меня на сегодня все. Всем пока.